У Мінску прайшла выстава «Беларусь інтэлектуальная». Дзяржпрапаганда кажа, што яна ўражвае сваёй разнастайнасцю. Якія прарыўныя тэхналогіі мы там пабачылі? Як яны адаб'юцца на нашых з вами гаманцах? У эфіры праграма «Чалы эканоміка» і з вами, уласна, Сергей Чалы и Федор Павличенко. Вітаем. Добрый день. Это классический сценарий L-образной рецессии. Для того, чтобы продемонстрировать, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, ты начинаешь устраивать вот эти грандиозные выставки. Лукашенко в очередной раз включил Хлестакова. Идея этого умного города – это всего лишь просто такая, знаешь, маркетинговая табличка, да, наклеенная на проект застройки. Их потребителем является один человек. Тот самый феодальный правитель. На пачатку традыцыйнай весткі з палёў. Нацыянальны банк Беларусі знізіў стаўку рэфінансавання да 11,5% і кажа пра ўстойлівае запавольванне інфляцыі. Ну что, можно казаць пра пазітыўную тэндэнцыю? Ну да, на самом деле надо понимать, что вот это снижение на полпроцентных пункта, да, с 11 до 10,5, то есть это, в абсолютном выражении это очень мало, это маленький шаг, который не сделан. Несомненно, это символическое абсолютно действие. То есть задача их заключается в том, чтобы показать, что ну вот мы считаем, да, что как бы, действительно тенденция переломлена, и мы таким образом ее закрепляем. Но анекдот заключается в том, что я никогда еще не видел столь странного и столь противоречивого стейтмента, которым, значит, вот это решение сопровождается. То есть инфляция снижается, говорит Нацбанк. В ответ на это снижаются ожидания, поэтому происходит приток рублевых средств в банковскую систему. Ну, что, в общем-то, логично. Но, говорит он, на фоне снижения процентных ставок депозитного рынка при высоких инфляционных ожиданиях сберегательная активность остается сдержанной. То есть два предложения друг за другом, которые на самом деле противоречат один другому. Ну, то есть, либо у вас, значит, все-таки происходит, сберегательная активность улучшается, потому что эти ожидания уменьшаются, либо второе предложение, значит, она по-прежнему остается слабая, потому что они по-прежнему высокие. Это на самом деле вот вписывается в поведение сейчас всех наших, значит, министерств, регулирующих органов, там, управляющих органов. Да, как я уже говорил, у них сейчас период вот совершения этих кругов почета. Кого не послушаешь, там Ярошевич говорит о том, что ну вот вроде бы сложились условия для того, чтобы на следующий год все-таки у нас уже плюс там был. Чтобы экономика как-то выросла и так далее. Да. Особенно смешно это слышать на фоне того, что мы же видим, что сейчас последовательно практически всеми серьезными аналитическими центрами, включая в том числе те, которые оценивают мировую экономику, ну и, соответственно, как это влияет на белорусскую, они ухудшают прогнозы по мировой экономике, ну и, соответственно, по региону и по Беларуси. Второе. Я не зря говорю про регион. Я сейчас внимательно слежу за тем, что делает команда вот этого Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования в России, и они из месяца в месяц называют происходящее неустойчивой рецессией. То есть смысл заключается в том, что было сильное падение вблизи апреля и дальше, и с тех пор экономика примерно лежит на одном и том же уровне. Вот они говорят, ну, это классический сценарий L-образной рецессии. И, наконец, третий фактор, да, связаны с тем, что есть же еще, помимо динамики мировой экономики, про которую говорят о том, что она, скорее всего, может быть, избежит серьезной рецессии, но все равно замедляется, российская, которая в рецессии остается, ну и плюс начинается новый раунд, судя по всему, экономических санкций против Беларуси. В самом худшем случае это будет уравнивание режима санкционного, белорусского, российского. И это, конечно, совсем плохо, потому что тогда, конечно, мы никакой ни микроэлектроники не увидим, никакого импортозамещения, никаких, естественно, этих белорусских компьютеров на процессе Intel, которые, собственно, и так нельзя поставлять в Беларусь. То есть через Беларусь происходит вот поставка тех компонентов и тех комплектующих, которые России нет, да, и эти дырки хотят закрыть. И это на самом деле ставит под угрозу всю бизнес-модель вот этого нашего сотрудничества по импортозамещению, по единой промышленной политике там, и так далее, и так далее. Ну, то есть речь идет о том, что фактически Беларусь и дальше планировала перестраиваться под нужды России. Ну, какие они? В основном, еще раз говорю, это главным образом оборонка. Это главное, что сейчас требует, потому что ни Беларусь, ни Россия всерьез не способны ответить на вещи, связанные с потребительскими какими-то вещами. Ни потребительская электроника, ни автомобили, потому что это самый сложный потребительский товар. То есть ничего подобного пока сделать не можем, за исключением узких вот этих самых ниш. И в этом смысле как раз, мне кажется, интересным является
Вот эта история с ВДНХ этим, да, ну, практически это же аналог полный, да, это же практика Советского Союза, когда для того, чтобы продемонстрировать, что жить стало лучше, жизнь стала веселее, ты начинаешь устраивать вот эти грандиозные выставки. Уважаемые сетезрители и сетеслушатели, теперь появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с помощью переводов карты на карту и криптовалютой. И помните, экономика – дело всенародное. Самый первый указ, который был Лукашенком подписан, значит, накануне Нового года, это указ об объявлении года мира и созидания, где прямо прописано, что, значит, экономическая его часть – это будет демонстрация преимуществ белорусской экономической вот этой модели, уникальной, доказавшей свою для того, чтобы эффективность. почали за демонстрацию. Именно! Они как бы решили, что, с одной стороны, и приятное сделаем академией, а, значит, с другой стороны, совместим приятное с полезным в плане мероприятия вот этого вот года созидания, будем рассказывать, как у нас, значит, демонстрировать, да, преимущества. И вот они решили эти преимущества продемонстрировать. А ты лічыш, што няма там прарыўных тэхналогій? Нет, смотри, там на самом деле кое-что есть, но я очень внимательно посмотрел. Я не читал, я смотрел именно видео, где Лукашенко проходит по всем этим стендам, и они ему так вот прямо, значит, как-то передают из рук в руки, рассказывая о том, какие разработки там есть. Ну, например, значит, когда в самом начале, когда все зацепились, помнишь, за фразу «искусственный интеллект». И, естественно, все там посмеялись, как Лукашенко в очередной раз там, да, включил Хлестакова и начал рассказывать, как он стоял у истоков почему-то исследований Саудовской Аравии. Притом там объяснение было настолько смешное, что они пригласили китайцев для того, чтобы они в Саудовской Аравии там помогли устраивать эти разработки в области искусственного интеллекта, и зачем-то попросили Лукашенко, чтобы они у него где-то, ну, в Беларуси, видимо, смогли работать. То есть вот так вот он стоял у истоков. Да? Вот. На самом деле история немножко другая, конечно же. А смысл заключается в том, что да, на самом деле Саудовская Аравия примерно лет 5 назад решила стать одним из лидеров в области там, искусственного интеллекта. Денег у нас много, давайте мы купим себе, значит, и станем эти технологии, разработчиков, там, университеты и так далее. Они создали Министерство искусственного интеллекта, Институт искусственного интеллекта. И все это построили в городе, который реально Нью-Васюки. У многих же авторитарных правителей возникает такая мысль, знаменитая петровская фраза: мы возьмем у Запада его технологии и повернемся к ним задницей. Да? То есть вот как будто вот можно... Знаешь, как это понятие технологического суверенитета. Можно взять технологии, но не беря всю ту среду, в которой эти технологии выращиваются. Да? Ну, я вот даже не буду говорить о политических свободах, я буду говорить просто там о свободе, там, я не знаю, взглядов, распространения там, информации, доступа к этой самой информации, да, обмена свободного. То есть, ну, творчая свобода. Да, это абсолютно. То есть, нет, давайте мы, значит, попробуем сделать все то же самое, шарашку, с тем, чтобы у нас эти результаты получились. И ты понимаешь прекрасно, что Саудовская Аравия здесь великолепный такой модельный пример. То есть, можно ли, когда у тебя неограниченный бюджет, попытаться это сделать. А у Беларуси что? А в Беларуси как раз... Понимаешь, ну, как сказать, труба пониже, дым пожиже, но история же ровно такая же. Так вот, Лукашенко про вот эту историю о том, как он стоял у истоков, он говорит генеральному директору вот этого Объединенного института проблем информатики, Академии наук, это Кругликов Сергей Владимирович. У нас же тоже сейчас же будет Центр искусственного интеллекта, да, и это все проект «Северный берег», который на самом деле MR Properties, который на самом деле, как мы уже... с высокой степенью вероятности понимаем, это те самые деньги, которые вот таким вот противоракетным зигзагом через приближенных к Лукашенко, значит, бизнесменам возвращаются в девелоперский бизнес, и там же будет вот этот самый искусственный интеллект и умный город. Вот этот самый Крулик говорит: так это ж я, говорит, писал техзадания на эту платформу. Вот оно что. Я буду встречаться с человеком, который этим занимается и финансирует. Вот они у нас. Северный берег. Мы писали техническое задание на эту платформу. Ты писал, да? Ну, молодец. Понимаешь? И тут я начинаю копать, и я начинаю смотреть. Оказывается, этот самый Кругликов Сергей Владимирович, у него очень интересная биография.
То есть он, значит, сначала занимался там геодезией, картографией, потом работал в НПО «Агат», вот эти вот, значит, автоматизированные системы, после чего постепенно он переходит в академию, и он автор первого белорусского пилотного проекта «Кричев. Малый умный город». Оказывается, Кричев – это тот самый город, в котором этот самый Кругликов, когда-то еще будучи, вот, занимаясь вот этой самой геодезией, с ним сотрудничал. Больше того, концепция умного города, он уже работает в академии, он уже перестал работать в этих частных структурах, подразумевала систему управления транспортом, разработчиком которой должен был быть вот этот самый Агат. Угу. Ну, то есть там вот очень простой, на самом деле, логический такой путь, да, то есть все in-house. И тут у меня складывается такая мысль, что а не был бы ли он, ну, тут не важно, на самом деле, как это было, то есть то ли он пришел к Эмару с этой идеей, ну, как бы вы же сейчас пойдете к Лукашенко рассказывать, почему вам нужно, значит, жилье строить, да? Мы же знаем, что Минскмир без финансового центра как-то жилье не очень продавалось не людям, а Лукашенко. То есть, еще раз, источником, как я теперь понимаю, и разработчиком этой идеи были вовсе не вот эти там какие-то сказочные арабские инвесторы или специалисты, которые к Лукашенко пришли и сказали, что у них есть опыт в этом деле. Нет, на самом деле мы знаем же, что такое Эмар, это просто строительная контора. Теперь вот после вот этой фразы о том, что, значит, я был разработчиком этого техзадания, этой платформы и прочего, становится понятно, что идея, то есть этого умного города, это всего лишь просто такая, знаешь, маркетинговая табличка, да, наклеенная на проект застройки, который его опубликовали не так давно, в прошлом году, в конце осени, он был утвержден горисполкомом. И есть такое же ощущение, что снова все окажется человейниками, потому что если смотреть там честно указанные показатели плотности населения, который там будет, целевой показатель для вот этого северного берега – это 28,5 тысяч человек на квадратный километр. Значит, чтобы было понятно, что это такое, это практически плотность самого как бы плотного микрорайона Москвы. Знаменитого, значит, Зябликова, который, просто чтобы было понятно, там вот маленькая плотность и просто вот натыканы эти высоточки. То есть какая-то инфраструктура присутствует буквально вот чуть-чуть по периметру, а внутри там просто ничего нет. То есть это вот будет что-то вот такое. История того, как в недемократических режимах, которые не способны сами сочинять что-то, кроме кажемости, а лучшим специалистом по использованию этой кажемости как раз оказался именно Гусаков, да, получается так, что вся эта история про технологии, они не более чем... Они направлены не на потребителя. У них нет рынка. Их потребителем является один человек. Тот самый феодальный правитель, да, неофеодальный, которому они рассказывают, как все это заколосится. Это просто совершенно противоположное устройство тому, как это устроено во всем остальном мире. И поэтому, да, значит, вместо работающей экономики показывают то, вот, как бы, значит, что она может производить. Почти все, что Лукашенко рассказывали, является передовым. На самом деле это, в общем, как бы повторение того, что делается и так уже. Прозрачный телевизор, но это они несколько лет уже присутствуют. Показали электрокар, показали электрический двигатель, и главное, это накопитель, то, чем они хвастались. Это типа натрий графеновый, как они его называют. Достигли параметров, как у литиевой батареи. Никто в мире, пишут, они не смог сделать. У белорусов получилось. Но дело в том, что на самом деле эта технология не новая. В принципе, где-то на рубеже 2017 года технологический прорыв случился, а примерно года 2 назад, в 2021 году, эти аккумуляторы, в принципе, достигли такого уровня, когда их можно использовать уже непосредственно в электрических автомобилях. Яны ж не кажут про промысловую вытворчасць. Это абсолютно. Там речь идет о лабораторных образцах, да. При том, что китайцы уже сделали тот, который можно напрямую сажать. В общем, все это отдает, просто пахнет реально Советским Союзом. Той же самой целью создается эта выставка, чтобы показать, что ребята, у нас же не все так плохо, посмотрите, мы же все еще делаем вид, надуваем щеки, что у нас все как бы на передовом уровне. Причем все это является не более чем ученическим повторением того, что делают другие. Такая есть место у Беларуси для инновационных, реально инновационных. Да, вот это на самом деле очень важная вещь. Потому что выясняется, что
в позднем феодализме, понимаешь, все должно быть сделано либо по инициативе, либо по позволению монарха. Ну, он должен стоять у истоков, либо, по крайней мере, значит, ему должна быть выражена благодарность. Если ты что-то пытаешься сделать вне этого, не вопреки, а просто сам, то выясняется, что это едва ли не преступление, и с таким надо бороться. Я уже давно и много рассказывал про историю, но это просто как бы великолепный модельный пример. История вот этого Миорского металлопрокатного завода. Великолепная история, связанная с тем, что просто абсолютно частное предприятие, которое действительно должно было выпускать абсолютно нужный рынку продукт. Вот эту тонкую, значит, жесть для консервных банок, и, значит, причем которую огромный рынок был в том числе российский, потому что это все был импорт, это импортозамещение. Это реально очень передовые вещи. Там действительно было инвестиции размером $200 миллионов. И вот он уже должен был запускаться. И история, я просто повторю то, что я раньше рассказывал, ждали визит Лукашенко, вместо этого дождались визита контролеров. Визит контролеров привел к тому, что руководство было арестовано. Значит, контракты на поставку сырья не выполнены, контракты на производство не выполнены. Потом государство доблестно, помнишь, Лукашенко рассказывал, спасал это предприятие, приехал даже, рассказывал, как он его спасал. Спасали они его реально всеми возможными способами, которые у них есть. Давайте мы там налоговые льготы придумаем, давайте включим его в какую-то очередную свободную экономическую зону. В общем, ничего этого не получилось. И вот, почему это важная история. 27 декабря прошлого года, конец самого года, значит, экономический суд Витебской области вынес решение о ликвидации вот этой самой ММПЗ Групп. И вот тут есть очень интересный нюанс. В конце прошлого года, в ноябре, было в свободной экономической зоне Витебска была зарегистрирована некая металлопрокатная компания с уставным фондом 100 тысяч белорусских рублей. Ну, то бишь что-то такое непонятное. Значит, учредитель ее Белцветмет. А дальше произошла очень интересная история. По сообщениям властей, вот они писали в ноябре же, все активы и долги Миорского металлопрокатного завода, чьих владельцев отправили за решетку, а компанию национализировали, тогда Лукашенко говорил, что мы, значит, их спасаем, перешли новой государственной фирме. Еще раз, все активы и долги. И вот теперь я читаю про это самое производство экономического суда о ликвидации. По оценкам антикризисного управляющей, компании недостаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов, сама компания не платежеспособна. Речь идет именно о ММПЗ Групп. Напоминаю, все должно было уже быть переведено на другую контору. Задолженность по внеочередным платежам составляла более 380 тысяч рублей. Зачем нужно было создание отдельного юридического лица? У меня есть серьезное подозрение, что большую часть долгов оставили на ММПЗ, активы перевели в эту самую металлопрокатную компанию, а то, что осталось от этой оболочки без активов... Ту компанию сбанкрутовали. Причем как красиво, понимаешь? То есть можно же было как-то начать, что-то с этими долгами делать. А зачем? Когда можно создать рядом какую-то рога и копыта, который учредил тот, кто является, по сути, заказчиком, рейдером успешной частной компании, которая оказалась неработающей просто потому, что там туда пришли ваши собственные контролеры и всех к чертям арестовали, да? И попросту происходит красивая операция, когда ты получаешь практически чистый актив, а на том юрлице висит все долги, по ним не удается рассчитаться, потому что нет имущества, которое оказалось уже в другом, соответственно, юрлице. Если это и есть инновационная схема спасения путем национализации, то, по-моему, схема на самом деле, она потрясающая в своей беззастенчивости. Я такого, не видел со времен России конца 90-х. То есть можно сколько угодно рассказывать о том, как Лукашенко когда-то не допустил такого же дикого капитализма, как в России, такого разгула олигархов здесь не было. Но на самом деле мы видим, что когда иногда не до законов, да, и режим рождается примерно то же, с чем он когда-то риторически боролся. Только теперь уже это не частные олигархи, да, все гораздо хуже.
Это все делается абсолютно сверху, с разрешения, с позволения и с участием государственных органов. На гэтай не вельмі аптымістычнай ноце мы і заканчиваем. Гэта была программа «Чала экономика». А чтобы не пропустить новые выпуски, следите за YouTube и социальными сетями Белорусского расследовательского центра. А з вами былі ўласна Сергей Чалы И Федор Павличенко. да пабачэння. Всего доброго.